На глубине более 2 миль под поверхностью океана в 31-м параллели обнаружили удивительное сооружение, которое не поддается объяснению. Подводная лодка, не отмеченная на ни одной карте, стала объектом внимания военных и ученых. Эта находка произошла в 1000 миль от ближайшего населенного пункта, в зоне, известной своей неприступностью. Лодка была значительно больше обычных подводных судов, ее корпус покрывал зеленоватый мох и кораллы, что свидетельствовало о многолетнем пребывании на морском дне. Первую информацию об этом загадочном объекте передали подводные исследователи, которые выполняли плановые работы в данной зоне. К ним на связь вышел капитан подводной лодки, который заметил необычные сигналы на своем радаре. Вскоре к месту происшествия направили специальную команду из нескольких экспертов и военных, готовых к возможному столкновению с неизвестным. Когда команда погрузилась на дно океана, перед их взорами открылась внушительная картина. Лодка имела необычную форму с закругленными краями и странными символами, которые не напоминали ни один известный язык. Исследователи начали фиксировать свои наблюдения, но по мере дальнейшего изучения объекта возникали все новые вопросы. Неясно было, к какой цивилизации принадлежит это судно и как оно оказалось на дне. Вскоре к месту обнаружения прибыли военные подводники, которые установили зону полного оцепления вокруг объекта. Находка привлекла внимание высших органов власти и международных агентств. Военным было приказано сохранить информацию в строгой тайне, что вызвало множество слухов среди местных жителей и моряков. Говорили о том, что это подводное судно может принадлежать исчезнувшей цивилизации, о которой ведутся лишь легенды. Разговоры о таинственных существах, которые могли бы обитать в глубинах океана, становились все более распространенными. Спустя несколько дней после обнаружения в одной из подводных баз была зарегистрирована аномальная активность. Неизвестные источники начали передавать сигналы, которые могли быть попыткой связи. Ученые не могли объяснить природу этих сигналов, и это только подогревало интерес к находке. Неожиданно в море стало происходить множество странных событий. Рыбаки сообщали о неведомых существах, появлявшихся на поверхности, а затем исчезавших без следа. Ну что, ребята, как вы думаете, что еще могут скрывать глубины океана? Если вам нравится наш морской детектив, не забудьте подписаться на канал, здесь всегда будет что-то интересное. А если хотите поддержать наше исследование и помочь раскрыть тайны, то ссылка для доната уже ждет вас в описании или просто наведите на экран. Мы обещаем, что не будем скрывать от вас ни одного странного сигнала. Никто не мог ожидать, что за обнаружением этой подводной лодки скрывается нечто гораздо большее. Специалисты начали размышлять о теории, согласно которой подводная цивилизация могла существовать веками, скрываясь от человеческого глаза. Каждый новый факт и каждая новая находка порождали все больше вопросов. Полное молчание со стороны военных лишь усиливало интригу, и мир с нетерпением ждал, когда правда будет раскрыта. Военные начали активное изучение подводной лодки, которая оставила множество вопросов без ответов. Бригадир группы майор Алексей Сидоров решительно подошел к задаче. Он собрал команду лучших специалистов в области подводной археологии и инженерии. Первым делом они решили провести визуальный осмотр внешнего корпуса лодки, используя дистанционно управляемые подводные аппараты. При помощи камер и манипуляторов команда начала исследование. На экранах мониторов начали появляться изображения, которые запечатлели не только внешние детали, но и странные символы, нанесенные на корпус. Некоторые из этих надписей были похожи на иероглифы, другие напоминали геометрические фигуры, которые не были идентифицированы. Исследователи активно обсуждали, что эти знаки могут быть ключом к разгадке истории судна. После нескольких дней наблюдений было решено, что для более тщательного изучения необходимо открыть лодку. Сидоров и его команда подготовили специальное оборудование для вскрытия. Этот процесс требовал максимальной осторожности, так как никто не знал, что может скрываться внутри. Когда отверстие в корпусе лодки было НФН сделано, команда включила внутреннее освещение. Внутри они обнаружили полную темноту, и только свет прожекторов пробивался сквозь толщу воды. Первые кадры, которые они запечатлели, шокировали всех. Внутри находилось не только оборудование, напоминающее знакомые детали подводных кораблей, но и странные устройства, которые не имели аналогов в современной технике. Некоторые элементы выглядели как энергетические источники, которые излучали слабое свечение.
В центре отсека стоял большой кристалл, окруженный сложной системой трубопроводов и проводов. Ученые начали предполагать, что это может быть источник энергии для подводной лодки или даже составная часть системы управления. Кристалл представлял собой нечто невообразимое. Его свойства вызывали споры среди экспертов. Военные начали фиксировать все данные, но с каждым часом их напряжение возрастало. Каждый шаг приближал их к разгадке, но в то же время порождал опасения. Сидоров понимал, что информация о находке должна оставаться в строгой тайне, и поэтому вся команда подписала соглашение о неразглашении. Однако слухи начали расползаться за пределы закрытой базы. Местные жители начали замечать активность военных и подозревать что-то необычное. На следующий день после вскрытия лодки один из исследователей, доктор Павел Орлов, заметил, что кристалл начал излучать более интенсивное свечение. Это также привлекло внимание военных, которые начали испытывать беспокойство. Ситуация обострилась, когда на базу поступили сообщения о странных явлениях в водах вокруг места обнаружения. Рыбаки сообщали о массовом исчезновении рыбы, а некоторые из них даже видели всплески, как будто кто-то или что-то поднималось на поверхности с глубин. Каждый новый день приносил новые загадки и тревогу. Ученые и военные осознавали, что им предстоит вступить на опасную территорию, и их действие может вызвать последствия, о которых они даже и не догадывались. Кристалл, лодка и таинственные символы становились центром все более напряженной ситуации, и все участники событий чувствовали, что ответ скрыт глубже, чем они могли предположить. Ситуация становилась все более напряженной. Как только команда исследователей углубилась в изучение подводной лодки, стали проявляться внутренние разногласия. Доктор Павел Орлов, который был одним из ведущих специалистов, начал высказывать сомнения относительно целесообразности глубокого изучения кристалла. Он настаивал на том, что существование такого устройства может быть опасным и что лучше не вмешиваться в его работу. Другие члены команды, напротив, были настроены более оптимистично и считали, что этот кристалл может стать источником новых технологий. На фоне внутренних споров внимание к лодке привлекло и внешние заинтересованные стороны. В один из дней у военной базы появился представитель некой международной организации. Он заявил, что его организация готова предоставить поддержку в исследованиях, но в ответ на это потребовал доступ к информации о находке. Военные, понимая всю важность тайны, отклонили предложение, что вызвало недовольство у представителей организации. Вскоре начались угрозы о возможных последствиях, если доступ к информации не будет предоставлен. В последующие дни команда продолжала работать над изучением внутренних систем лодки, несмотря на растущее напряжение. Кристалл тем временем продолжал излучать свет, и его интенсивность постепенно возрастала. Ученые начали фиксировать изменения в температуре воды вокруг него. Некоторые из них стали замечать, что в определенные моменты кристалл излучал звуки, которые напоминали мелодию, четкие ритмы, которые вызывали дрожь в воздухе и воде. Ночью, когда команда проводила очередную сессию анализа, внезапно произошел сбой в оборудовании. Все системы, включая освещение, отключились. Исследователи оказались в полной темноте, и паника охватила группу. В этот момент кристалл засветился ярче, и его свечение заполнило помещение. На фоне этого света стали видны странные тени, которые двигались по стенам. Это вызвало ужас у исследователей, и некоторые из них начали паниковать. Несмотря на страх, Сидоров попытался успокоить команду и предложил проверить, что же происходит. Когда исследователи начали осматриваться, они заметили, что в одном из отсеков кто-то оставил записку. На ней были нарисованы символы, аналогичные тем, что находились на корпусе лодки. Выяснилось, что это было предупреждение. Текст был написан, очевидно, на древнем языке, но в нем говорилось о том, что кристалл — это не просто источник энергии, но и ключ к древним знаниям, которые могут изменить представление о человечестве, если его использовать неправильно. В этот момент в помещении снова возникло потрясение. Кристалл стал излучать яркие вспышки, и в воздухе возникло ощущение нарастающего напряжения. Исследователи поняли, что их дальнейшие действия могут иметь катастрофические последствия. Тем временем военные начали проявлять все большее недовольство по поводу ситуации. Они требовали, чтобы команда завершила исследование и покинула лодку. Сидоров был против, но внутренние разногласия и давление со стороны военных становились неприемлемыми. Раскол в команде углублялся,
и каждый понимал, что последствия их открытий могут быть непредсказуемыми. Вследствие этого напряжение нарастало, и команда оказалась на грани разрыва. Каждый следующий шаг мог привести к необратимым последствиям, и в воздухе витала угроза, которую никто не мог игнорировать. Внутри подводной лодки исследователи обнаружили необычные артефакты, ставящие под сомнение их представление о цивилизации, создавшей это судно. Инженер Артем Ковалев наткнулся на металлический ящик, покрытый ржавчиной и украшенный символами, схожими с теми, что были на корпусе лодки. После нескольких попыток открыть запорный механизм ему удалось достать содержимое. В ящике находились каменные таблички, каждая из которых была покрыта незнакомыми иероглифами. Команда начала анализировать артефакты. Доктор Павел Орлов предположил, что эти таблички могут содержать информацию о подводной цивилизации. Ученые пытались расшифровать символы, однако каждое их новое открытие порождало лишь больше вопросов. Некоторые таблички имели углубления, которые могли быть предназначены для вставки других предметов, но к каким именно, оставалось загадкой. Напряжение в команде нарастало. Военные начали беспокойно следить за процессом, и вскоре к исследователям присоединился капитан Илья Громов, который требовал прекратить все работы и покинуть лодку. Сидоров, руководитель команды, настаивал на важности дальнейших исследований. Громов же подчеркивал потенциальные риски, связанные с кристаллом и находками. В разгар споров, во время анализа одной из табличек, кристалл внезапно начал излучать яркий свет. В воздухе возникли проекции, показывающие образы подводной цивилизации. Исследователи увидели пейзажи огромных подводных городов с необычной архитектурой и существа, которые могли быть их обитателями. Эти проекции привели к панике среди членов команды. Некоторые кричали от страха, другие пытались фиксировать увиденное на камеру. Громов, охваченный тревогой, начал кричать, требуя немедленно покинуть лодку. Сидоров, понимая серьезность ситуации, попытался успокоить коллег. Он знал, что их исследования могут иметь колоссальное значение для всего человечества. Однако, когда Громов стал угрожать физической силой, Сидоров осознал, что компромисс невозможен. Кристалл продолжал излучать яркие вспышки, заставляя команду шагнуть назад. В этот момент Ковалев обратил внимание на одну из табличек, которая подходила по размеру к углублению на кристалле. Это была возможность понять происходящее. Внутри него возникло чувство необходимости вставить табличку, чтобы разгадать тайну. Ситуация накалялась, и команда оказалась перед серьезным выбором: продолжить рискованное исследование, либо следовать указаниям военных и покинуть лодку. Каждый участник осознавал, что их дальнейшие действия могут изменить не только их судьбу, но и судьбу всего мира. Военные, наблюдая за происходящим, начали проявлять все большее беспокойство. Капитан Громов, осознавая риск, принял решение вызвать подкрепление. Он сообщил командованию о ситуации на борту подводной лодки и настоятельно просил о быстром реагировании. Вскоре поступила команда установить жесткий контроль вокруг объекта. Ситуация накалялась, и военные знали, что любые дальнейшие исследования могут привести к непредвиденным последствиям. В это время исследователи продолжали находиться внутри лодки, окруженные светом кристалла и таинственными проекциями. Напряжение достигло предела, и Сидоров, понимая, что время на исходе, попытался организовать команду. Он предложил провести собрание, чтобы решить, что делать с найденными артефактами и кристаллом. Каждый понимал, что их действия могут иметь серьезные последствия для всего мира. Во время собрания Громов потребовал немедленного прекращения всех операций. Он подчеркнул, что их жизнь в опасности, а кристалл может представлять угрозу не только для них, но и для всей планеты. Ковалев, который все еще держал в руках одну из табличек, начал спорить с Громовым, утверждая, что именно эта находка может раскрыть тайны, которые человечество искало веками. Сидоров поддержал инженера, однако давление со стороны военных становилось все более ощутимым. Внезапно в лодке раздался треск. Команда замерла, когда кристалл начал излучать еще более яркий свет, и проекции стали более детализированными. Исследователи увидели сцены, которые изображали какие-то ритуалы, связанные с подводной цивилизацией. Участники этих ритуалов казались одухотворенными, а в воздухе витала энергетическая волна, которая заставила членов команды почувствовать, что что-то важное происходит.
Громов, ощутив, что контроль над ситуацией ускользает, приказал подготовить эвакуацию. Он понимал, что если не остановить исследователей, последствия могут быть катастрофическими. Внутри него нарастало чувство, что они могли бы пробудить нечто, что лучше оставить в покое. Военные начали готовить средства для срочной эвакуации, но Сидоров и его команда не могли просто так уйти. Они были так близки к разгадке. Тем временем кристалл начал вибрировать, и вся лодка тряслась. Стены, казалось, дышали, и команда поняла, что время вышло. Сидоров и Ковалев, несмотря на требования Громова, стали настаивать на том, чтобы сделать попытку вставить одну из табличек в кристалл. Они считали, что это может остановить нарастающее напряжение и помочь им понять, что происходит. Громов, понимая, что конфликт не избежать, готовился к физическому вмешательству, чтобы предотвратить дальнейшие исследования. Участники команды оказались в состоянии паники. Кто-то начал кричать, кто-то искал выход. Ситуация стремительно выходила из-под контроля, и каждое новое движение могло привести к необратимым последствиям. Каждый осознавал, что их жизнь и судьба всего мира находятся на грани. Когда команда исследователей покинула подводную лодку, их охватило чувство опасности и неопределенности. Военные немедленно обнесли объект защитным периметром, а на базу прибыли дополнительные силы. Капитан Громов собрал всех членов команды для экстренной встречи. Он сообщил, что информация о находке должна оставаться в строгой тайне. Команда была в шоке от этого приказа. Каждый осознавал, что они стали свидетелями чего-то грандиозного, и теперь их голоса были заглушены. Сидоров выступил против запрета, заявив, что мир имеет право знать о находке. Он подчеркнул, что такая информация может изменить представление о человеческой истории. Громов, однако, был непреклонен. Он утверждал, что безопасность государства важнее, чем любая информация, и что подводная лодка может представлять собой потенциальную угрозу, которую нельзя недооценивать. Ковалев, все еще держа таблички под рукой, начал сомневаться в правильности своих выборов. Он знал, что у него есть возможность раскрыть тайну, но осознавал, что под угрозой находятся жизни его коллег. Вдобавок ко всему, обсуждение привлекло внимание высокопоставленных офицеров, которые вмешались в ситуацию. Они потребовали немедленной отчетности о происходящем, настаивая на том, что все данные должны быть переданы в центральный офис. Тем временем среди команды начали распространяться слухи. Некоторые исследователи, недовольные запретом, начали активно обсуждать, как они могут пробить информационную блокаду. Они понимали, что мир должен знать о находках, и считали, что если не действовать сейчас, то могут упустить шанс навсегда. Параллельно с этим напряжение нарастало, и участники команды начали искать способы обойти запрет. Вскоре к команде присоединились журналисты, которые получили информацию о находке благодаря утечкам. Они начали задавать вопросы, требуя разъяснения о происходящем на подводной базе. Громов, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, стал давать жесткие указания, чтобы остановить любые попытки общаться с прессой. Он организовал дежурство, чтобы контролировать доступ информации. Команда оказалась разорванной между долгом перед военными и желанием раскрыть правду. Некоторые исследователи начали тайно обмениваться информацией с журналистами, передавая им детали о табличках и кристалле. Это привело к тому, что вскоре несколько газет начали публиковать статьи о таинственной подводной лодке и ее находках. Громов, осознавая, что это может вызвать международный скандал, получил приказ о ликвидации всех утечек информации и о строгом контроле над командой. Ситуация накаливалась. Команда ощущала давление не только со стороны военных, но и со стороны общественности. Каждый шаг мог обернуться катастрофой, и исследователи осознавали, что они находятся на грани того, чтобы быть втянутыми в глобальный конфликт, который может затронуть не только их судьбы, но и судьбы миллионов людей. Каждый из них понимал, что выбор, который они сделают, определит не только их будущее, но и будущее всей планеты. В условиях затяжного затишья, когда все следили за новостями о подводной лодке, напряжение достигло предела. В прессе начали появляться статьи, в которых предсказывалось не только раскрытие таинств подводной цивилизации, но и возможная угроза для человечества. Общество наполнилось слухами о том, что в лодке может находиться оружие массового поражения или технологии, способные изменить ход войны. Военные, чувствуя давление со стороны общественности и правительства, решили предпринять решительные меры. Капитан Громов собрал команду военных специалистов и ученых, чтобы разработать план по нейтрализации потенциальной угрозы.
Он понимал, что если информации о лодке станет слишком много, это может привести к панике и гражданским беспорядкам. Тем временем команда исследователей продолжала разрабатывать свои собственные теории на основе полученной информации. Ковалев и Орлов, изучая таблички и кристалл, пришли к выводу, что лодка действительно могла принадлежать древней цивилизации, обладающей высокими технологиями. Они начали расшифровывать символы и вскоре нашли упоминание о некой функции кристалла, которая могла активировать подводные устройства, способные вызывать катастрофические последствия на поверхности. В этот момент к ним в лабораторию вломился Громов с группой военных. Он потребовал немедленного прекращения исследований и вывода всех исследователей из лодки. Но Ковалев, понимая, что это их единственный шанс узнать правду, в отчаянии начал объяснять, что они близки к раскрытию тайн, которые могут изменить представление о человечестве. Громов оставался непреклонен, и вскоре между ними завязался конфликт. Кристалл в это время начал ярко светиться, и его энергия заполнила пространство. Внезапно он выпустил мощный импульс, который заставил все находившиеся в помещении приборы выйти из строя. Проекции вновь появились в воздухе, и на этот раз они были более яркие и четкие. Исследователи увидели, как подводные города были охвачены разрушением, а существа, обитавшие в этих местах, пытались спастись от неведомой угрозы. Ковалев, наткнувшись на один из символов, понял, что это изображение катастрофы, которая произошла когда-то давно. Это было предупреждение о том, что если кристалл будет неправильно использован, последствия могут быть разрушительными. Он пытался донести это до Громова, но в этот момент вокруг началась паника. Ученые и военные начали осознавать, что они могут стать свидетелями машины времени или элемента, способного изменить их существование. Внезапно один из исследователей, психически нестабильный от давления ситуации, схватил нож и бросился к кристаллу. Он закричал, что они все умрут, если не остановят это безумие. Ситуация достигла критической точки. Громов и его люди пытались удержать контроль, но напряжение стало слишком велико. В воздухе витала энергия, способная вырваться наружу, и никто не знал, что может произойти следующим. Теперь команде предстояло сделать решающий выбор — продолжать исследование и рискнуть всем, или покинуть лодку и оставить ее тайно непознанными. Каждый из них понимал, что от их действий зависит не только их будущее, но и судьба всего мира. С кристаллом, который бурлил энергией, и тайнами, готовыми быть раскрытыми, они стояли на пороге решения, способного изменить ход истории. В то время как исследователи находились под давлением внутри лодки, журналисты начали собственное расследование, игнорируя запреты. Благодаря утечкам информации они узнали о тайной операции военных и находке судна. Вскоре в печатных изданиях начали появляться статьи о возможной принадлежности лодки к неведомой цивилизации, обладающей уникальными технологиями. Общество бурлило слухами о том, что правительство скрывает важные данные о находках. Капитан Громов, осознавая, что ситуация выходит из-под контроля, отдал приказ о блокировке всех коммуникаций. Он понимал, что любые утечки могут иметь серьезные последствия. Работники военной базы начали фиксировать и анализировать каждое действие команды. Однако некоторые исследователи, несмотря на угрозы, начали тайно общаться с журналистами. Они делились своими открытиями и подозрениями, надеясь, что правда выйдет наружу. Алексей Мельников, журналист и эксперт в области подводной археологии, активно собирал информацию о находке. Он проводил интервью с местными рыбаками и жителями, которые могли что-то знать о происходящем в этом районе. Мельников собрал свидетельства о странных явлениях в воде, всплесках и необычных звуках, которые слышали люди за последние недели. Некоторые утверждали, что видели светящиеся объекты, поднимающиеся на поверхность. Собрав достаточно данных, Мельников организовал пресс-конференцию, куда пригласил экспертов и очевидцев. Он настаивал на необходимости независимого расследования, чтобы выяснить, что действительно происходит под водой. Пресс-конференция вызвала сильный резонанс. Общество стало требовать ответов, а правительство оказалось под давлением. Тем временем, находясь в лодке, исследователи осознали, что время уходит. Напряжение возросло, и каждый понимал, что последствия могут быть катастрофическими, если информация всплывет наружу. Ковалев и Орлов, понимая, что кристаллы и таблички могут раскрыть тайну произошедших катастроф, решили провести последний эксперимент. Они выбрали одну из табличек и решили вставить ее в кристалл. Как только табличка вошла в углубление, экран неожиданно ожил.
На нем появилась карта, показывающая подводные города и ресурсы, связанные с ними. Ученые осознали, что кристалл не просто источник энергии, а нечто большее, что может изменить подход человечества к подводным ресурсам. Однако в этот момент произошла новая вспышка, и кристалл стал неуправляемым. Команда оказалась перед лицом неминуемой угрозы. Проекции начали сменяться, показывая разрушения, вызванные неправильным использованием технологий. Громов и его военные, понимая, что могут спровоцировать катастрофу, начали действовать. В этот критический момент напряжение достигло предела. Исследователи и военные столкнулись с выбором, который определил бы их судьбу и судьбу всего человечества. Внешнее давление со стороны общества и журналистов стало невыносимым, и вопрос о раскрытии правды стал более актуальным, чем когда-либо. Каждое мгновение могло стать решающим, и все осознавали, что последствия их действий будут иметь далеко идущие последствия. В напряженной атмосфере, когда каждый миг мог стать последним, команда стояла перед критическим выбором. Ковалев и Орлов понимали, что кристалл может стать как источником энергии, так и мощным оружием. Громов, осознавая, что любая ошибка может привести к катастрофе, отдал приказ о немедленной эвакуации с лодки. Проекции на экране изменялись, показывая разрушенные города и последствия неправильного использования технологий. Ковалев вспомнил о своих исследованиях и предложил использовать другую табличку, чтобы стабилизировать ситуацию. Сидоров согласился с его идеей, и Ковалев осторожно вставил табличку в кристалл. Внезапно вокруг заполнило яркое свечение. Проекции начали меняться, показывая не только разрушения, но и образы людей, которые использовали эту технологию во благо. Команда увидела, как цивилизация, создавшая кристалл, стремилась к гармонии с природой, но их амбиции привели к краху. Кристалл начал излучать мощные волны энергии. Все члены команды ощутили легкую вибрацию, и стены лодки дрогнули. Громов, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, вновь отдал приказ о эвакуации. Исследователи начали покидать лодку, но Ковалев и Орлов остались, пытаясь установить связь с кристаллом. Они осознали, что могут извлечь из него знания, которые помогут избежать будущих катастроф. Записывая данные, они понимали, что это может стать их вкладом в защиту человечества. Внезапно кристалл выпустил ослепительный свет, и лодка заполнилась мощной волной энергии. Все внутри почувствовали умиротворение, кристалл вернулся в состояние покоя, и проекции исчезли. На поверхности команда увидела журналистов и общественность, бурлящую от слухов. Сообщения о находках подводного судна разошлись по всему миру, и правительства начали осознавать важность этого открытия. Ковалев и Орлов стали главными фигурами в исследовании. Их открытия легли в основу новой концепции использования подводных ресурсов, не нанося ущерба экосистеме. Однако на горизонте возникли и негативные последствия. Вот такие открытия могут изменить наше представление о мире. Если вам интересно, что еще могут скрывать глубины океана, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши исследования и получить больше эксклюзивного контента, ссылка на донат в описании, или просто наведите на QR-код на экране. Ведь даже кристаллы не любят оставаться в одиночестве. Разные страны начали гонку за технологиями, скрытыми в подводных глубинах. Общество разделилось. Одни верили, что новые технологии могут спасти мир, другие боялись, что они вызовут новую катастрофу. Начались дебаты о том, как использовать эти знания, чтобы избежать повторения прежних ошибок. Кристалл оставался в центре внимания, его тайны стали основой новых исследований. Каждое новое поколение ученых пыталось разгадать загадки, осознавая, что это не просто объект, а символ того, как высокие технологии могут привести как к прогрессу, так и к разрушению. Открытие подводного судна стало началом новой эры, где знания и ответственность должны идти рука об руку. Каждый шаг вперед предстояло делать с осторожностью, и мир больше никогда не будет прежним.